Сегодня мы поговорим с вами про игру, которая позиционирует себя как реалистичный симулятор вождения, где можно ощутить все основные функции и возможности автомобиля, особенно если у вас есть руль, педали и коробка передач. И это действительно здорово. Неспроста эту игру используют в качестве тренажера в некоторых автошколах. Но в игре есть еще одна возможность, важная и многое меняющая. Это подключение VR-шлема. Мы сможем действительно сидеть в салоне автомобиля, смотреть по сторонам, в зеркала, все как при реальном вождении. Но от этого появляются и большие минусы, о которых мы тоже поговорим. В своих обзорах я разбираю игры по пунктам: сюжет, геймплей, графика, звук и технические характеристики. В данном случае я буду разбирать, как на эти пункты влияет VR-шлем, что стало хуже, что лучше и вообще стоит ли оно того. Может, просто лучше играть с рулем на обычном мониторе? С вами Ген VR и переходим к обзору. Игру сделала студия Forward. Точнее, это даже не студия, а целая компания по производству тренировочных симуляторов. Сюжета в City Car Driving как такового нет, разве что пройди все обучение и сдай на права. Но это больше относится к геймплею, как раз к нему и переходим. Симуляция автомобиля сделана прекрасно, особенно если у вас есть руль. Каждая машина в игре действительно ощущается по-разному. Но что нам дает VR-шлем? VR-шлем дает нам полный эффект присутствия в транспорте. Вы можете посмотреть в окно, посмотреть, что сзади, в салоне. Это круто. Действительно ощущаешь себя в машине. Но тут очень важен процесс настройки. При запуске ваше положение, скорее всего, будет где-то на сидении или вообще за пределами автомобиля. Лучше на вашем руле выделить кнопку под сброс центра камеры. Тогда вы сможете быстро настраивать. При самой езде может начать немного укачивать. И вот непонятно, почему так происходит. Можно понять, когда играешь, например, в Assetto Corsa в VR-шлеме. Там гонки, резко все меняется. Но здесь почему так? Непонятно. В Euro Truck Simulator 2 такого ни разу не замечал, даже поначалу. Возможно, все зависит от проработки движения автомобиля. В City Car Driving оно действительно все резкое, рваное. При движении, по сути, вообще не ощущается скорость. В тех же Assetto Corsa и Euro Truck Simulator 2 это ощущается прекрасно, особенно в шлеме. И машина почему-то слишком неестественно резко поворачивает. Хоть у меня и руль на 900 градусов, и в других играх такого нет. В целом это все мелочи, которые уже индивидуально настраиваются. Но тем не менее, сам факт укачивания очень может быть. Еще очень круто то, что в мастерской Steam можно поскачивать абсолютно разные кастомные автомобили и ездить на них. Но есть один минус. Так как это автомобили разных пользователей, центровки у машин везде в разных местах, и здесь кнопка сброса уже не поможет. Надо будет отдельными кнопками подгонять под место пассажира. И причем для каждой машины, что, конечно же, не очень здорово. Теперь, что касается графики. Графика сама по себе смотрится уже не так впечатляюще, как раньше. В шлеме все ее изъяны видно еще больше. Видно эту лесенку на неровных линиях, то, что все текстуры малополигональные или просто нарисованные, особенно в салонах автомобилей. Про человечков в городе я вообще молчу. Зеркала в салоне немного искажают пространство, которое мы в них видим, и из-за этого пользоваться ими не очень удобно. В целом к этому привыкнуть можно, но первое впечатление не очень. Плюс такой графики в том, что она не сильно требовательна к железу. Но когда вы играете в VR-шлеме, то все просчитывается немного по-другому, и мощность вашего ПК должна быть значительно выше. У меня видеокарта 2070 Super, и все равно при первых загрузках сильно видно просадку в количестве кадров. Потом проходит, но все равно может сильно повлиять на впечатление от игры. Звук в игре, по ощущениям, сделан немного примитивно. Машины звучат как-то странно. В том же Euro Truck Simulator 2 звуки машин, всяких кнопочек, фоновый шум отлично гармонируют с каждым элементом в игре и еще больше усиливают атмосферу присутствия. В City Car Driving такого нет, ты просто слышишь звуки. Учитывая, сколько лет этой игре, то это в принципе не так критично. Главное, перед запуском игры в шлеме
Обязательно поменяйте настройки воспроизведения звука с динамиков компьютера на динамики шлема, иначе вы ничего не услышите. А поменять во время игры не получится, придется выключать, менять настройки и заново запускать. В техническом плане у игры получается немного забавно. Меню игры вы в шлеме не увидите, оно всегда будет только на обычном мониторе. Поэтому вам каждый раз надо будет либо снимать шлем, либо смотреть через него и мышкой нажимать на настройки и запуск, что вообще неудобно, особенно если играть часто. На диске игра занимает чуть больше 8 гигабайт. По оценкам, в Steam у игры обзоры очень положительные. По цене игра продается за 725 рублей, но периодически бывают отличные скидки. Отдельно на Quest 2 игра, к сожалению, не продается, только с подключением через ПК. Так или иначе, к игре я отношусь хорошо, периодически в нее играю, и при всех своих минусах и отсутствии как таковых аналогов, City Car Driving — это отличная возможность получить базовые навыки вождения и подготовиться к настоящей автошколе. Спасибо, что досмотрели до конца, с вами был Ген VR, и помните, что будущее уже наступило. Просто не все об этом знают. Скоро увидимся!